Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня поговорим о последней цифре вашего года рождения. Поговорим о том, какую тайну несет последняя цифра вашего года рождения. Очень достаточно важная информация, которую мы рекомендуем просмотреть каждому человеку, а также проверить, как ваша цифра года рождения влияет не только на вас, но и также членов вашей семьи также влияет на вас. Поэтому более подробно далее в это видео. Вы знаете, считается, что год рождения предопределен свыше. И наша душа, когда приходит на Землю, она выбирает это не случайно. Уже это доказано неоднократно. И поэтому последняя цифра года нашего рождения, она очень важна и значима. В то же время ей покровительствует одна из 5 основных стихий. И вот именно стихия определяет и важные моменты в вашей судьбе. Обращаем ваше внимание, что на Земле преобладают 5 основных стихий. Это дерево, это огонь, земля, воздух и вода. И вот каждая из этих стихий оказывает мощное влияние не только на природу, но и на характер самого человека. И именно каждая из стихий определяет нашу с вами душевную организацию, наши привычки, наши пристрастия, наши цели и задачи в нашей жизни. Поэтому возьмите последнюю цифру своего рождения и узнайте о себе что-то очень важное и тайное. Итак, если последняя цифра вашего года рождения 8 и 9, значит вы люди стихии Земли. Вы надежны и достаточно терпеливы. Силы Земли наделяют вас ответственностью по отношению к близким людям. У вас много амбиций, но при этом вы намного очень идеалистичны. Вы приземлены, а проблемы стараетесь решать поэтапно и только с трезвой холодной головой. У вас хорошо развита интуиция, а окружающие люди стараются равняться именно на землян, те, кто относится к стихии Земля, поскольку у них хорошо развиты морально-нравственные ценности. Люди Земли ценят этику и дисциплину, а также умеют использовать собственные ресурсы и с умом благодаря своему достаточно консервативному характеру. Также обращаем ваше внимание, что люди именно с Земли находятся в хороших достаточно отношениях с энергией денег. Они умеют видеть многие вещи с точки зрения их перспективы. Они бывают достаточно сдержаны в своих эмоциях, но также нуждаются в том, чтобы их и любили. Вы знаете, вот именно тем, кто относится к стихии Земля, к сожалению, а может быть к счастью, не хватает авантюризма и живости. Они иногда бывают жестокими и упрямыми. Они хотят все контролировать и зачастую руководствуются исключительно своей выгодой и интересами. Больше всего в их жизни их страшит неизвестность, причем вплоть до возникновения панических атак и депрессии. Помните о том, что Земля является центром, поэтому и отвечает за смену сезонов. Поэтому цвет Земли – это желтый. И именно этот цвет ассоциируется с пищеварительной системой, а именно с селезенкой и желудком. Кроме того, тем, кто относится к стихии Земля, рекомендуется держаться подальше от болотистой местности с повышенной влажностью. Далее, друзья, если последние цифры вашего года рождения 6 или 7, знаете, вы относитесь к стихии огня. Вы жаждете постоянно каких-то приключений и никогда не отказываетесь познавать и исследовать что-то новое в этом мире. Сами по себе вы очень активные и энергичные люди с задатками отличных руководителей. Вы любите конкурировать и в то же время выигрывать.
Люди стихии огня, как правило, привлекательны и притягательны. Они не выносят одиночества и предпочитают окружать себя людьми и постоянным движением. Кроме того, они крайне привязаны к близким, к родным и всяческими силами поддерживают любые семейные связи. Огненных людей отличает высокая самооценка и уверенность в себе. В то же время они очень умные и дружелюбные, решительные и эффектные, а также не лишены ораторского таланта. И вы знаете, у стихии огня вот есть и недостатки. Это их агрессивность, это чрезмерное стремление достигнуть цели любыми путями и способами. Кроме того, они излишне эмоциональны и страдают недостатком терпения. Они эгоистичны и чересчур амбициозны, редко считаются с другими людьми. Обращаем ваше внимание, что люди, у которых последняя цифра года рождения 6 или 7, представляют именно летний сезон. Это юг. А вот цвет огня красный. Он связан с сосудистой системой и сердцем. Самим же людям огня рекомендуется держаться подальше от избыточного тепла и не поддаваться всплескам эмоций. Иначе вас может таким образом замотивировать, что вы начинаете со всеми ругаться, спорить, а это приводит к определенным конфликтам и создает вам в том числе и определенные проблемы. Если последняя цифра вашего года рождения 4 и 5, то вы родились под покровительством дерева. И вы знаете, вы очень щедры по своей натуре люди. Вы готовы отдать последнюю рубашку. Вы твердо придерживаетесь своих принципов в плане этического поведения. Вы любите исследовать мир и анализировать информацию. А еще вы отличаетесь редкостной силой убеждения. Дело в том, что люди дерева очень артистичны, они креативны, что нередко проявляется во всем, к чему вы можете приложить свою руку. Вы трудолюбивы и всегда ищете для себя какое-нибудь занятие, стремитесь постоянно быть занятыми и считая, что труд – это наилучшее применение своих сил. Уверенность в себе – это одна из лучших ваших черт. Люди дерева всегда благодарны за все, что у них есть в жизни, и они не пытаются гнаться за какими-то излишествами или прыгнуть выше собственной головы. Хотя сфера их интереса весьма обширна и разнообразна. Они верные друзья и никогда не ведут себя эгоистично. Они являются идеальными командными работниками и очень сострадательны к другим людям. К недостаткам людей дерева можно отнести их расточительность. Они грешат тем, что могут брать на себя больше задач, чем могут с этим справиться, и потому нередко перегружают себя работой, что не идет на пользу никому. Иными словами, людям дерева стоит поучиться ставить себе ограничения и правильно рассчитывать свои силы. В определенных условиях они могут стать чрезмерно зависимыми от других людей или даже, как вариант, потеряться в толпе. Во многом такое возможно только из-за их пассивности и некоторой медлительности. Итак, люди стихии дерева – это восток, а ваш сезон – это весна. И цвет, конечно же, у весны – это зеленый. Дерево очень тесно взаимосвязано с желчным пузырем и печенью, поэтому следите за этими органами. Представителям этого элемента следует избегать местности, где преобладают сильные ветра. Далее, друзья, если ваша цифра рождения является 2 или 3, тогда вы люди воды. Вы считаетесь людьми обаятельными, отзывчивыми, а также вы умеете сочувствовать другим людям. Вы сами по своей натуре очень гибкие и отлично умеете плыть по течению. Кроме того, вы умны и креативны. У людей стихии воды потрясающее воображение, и они не боятся его использовать. Среди них немало отличных философов и мыслителей. Они весьма независимы и чаще всего осваивают даже сразу несколько профессий.
Представители воды обладают идеальными навыками общения и могут быть очень убедительными. Также следует отметить их выдающиеся способности в сфере дипломатии. Они очень интуитивны и способны уловить то, что ускользает от внимания других людей. В то же время люди, рожденные с конечной цифрой 2 или 3, они, знаете, они очень интуитивно и способны уловить то, что ускользает от внимания других людей. Это хорошие организаторы и не менее хорошие исполнители. Они умеют замечать особые таланты окружающих людей и в дальнейшем помогать им в том числе и развивать. Но в то же время люди стихии воды могут быть скрытными, неискренними и никогда не делятся своими секретами с другими. Кроме того, за ними замечены выраженные склонности к манипулированию. Они всегда и во всем стараются найти простой и легкий выход, так как отличаются определенной пассивностью и нередко потакают как своим, так и чужим прихотям. Чем им стоит поучиться, так это крепко стоять на своих ногах и идти только собственным путем. А еще людям воды следует избегать слишком водных мест, как бы парадоксально это не звучало. Вода – это у нас с вами север, сезон зима, а цвет черный. Обращаем ваше внимание, что вода связана с костной и выделительной системами. Если последняя цифра вашего года рождения является 0 и 1, то вы люди стихии металл. Вы очень живучи, независимы и самостоятельны. Это обусловлено вашей достаточно мощной силой характера. Вы любите себя, и при этом вы умеете заботиться и уважать других людей. Вы, как правило, довольно сдержаны, но при внешнем давлении активно и непоколебимо отстаиваете и себя, и свою точку зрения. Представители данного элемента стремятся к упорядоченности и предпочитают баланс, равновесие и чистоту во всех смыслах слова. Их отличает надежность и решительность, хотя порой они держатся несколько таким вот особнячком, не пытаясь быть частью толпы. Когда люди стихии металл знают, что они ищут и хотят, то их решимости можно только позавидовать, ведь препятствия и неудачи никогда не могут заставить этих людей свернуть с пути, а все проблемы они умеют решать, легко и просто. У них нет страха перед одиночеством, но единственное, что они хотят от социума, это признание их достижений и их успехов. Среди недостатков людей стихии металла можно отметить их вот такую вот периодическую импульсивность. Сознательно или подсознательно все они обладают непреодолимой тягой к роскоши, к деньгам и к власти. Нередко они могут быть упрямыми и вести себя необоснованно. Будучи руководителями, люди металла весьма требовательны и хотят, чтобы подчиненные максимально соответствовали их высоким стандартам и ожиданиям. Металл – это у нас запад, а сезон – это осень. Цвет металла – белый. А металл у нас с вами, друзья, ассоциируется с дыхательной системой и с легкими. Вот, друзья, вот такой информацией мы сегодня с вами хотели поделиться. Поэтому примите ее, пожалуйста, внимание. Уделяйте обязательно тем органам, о которых мы в этом видео поговорили. Потому что последняя цифра года рождения, она несет очень важную информацию. И если вы о ней знаете, то вы, значит, и можете правильно осознать и понять для себя, что же вам делать в той или иной ситуации. Друзья, мы надеемся, что эта информация для вас была полезна и важна. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, обязательно заходите на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Обязательно поделитесь также этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. А прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника
треугольник – это следующее рекомендованное видео для вас. Обязательно нажимайте, смотрите, там очень много полезной, важной, нужной и интересной информации для вас. Всем приятного просмотра, любим, целуем, желаем всего самого наилучшего.